Привет, куберы! Прежде чем я начну, я бы хотел порекомендовать свою витрину со спидкуберским мерчем, которая находится по адресу prokuber.printdirect.ru. На этой витрине ты сможешь выбрать крутейшую футболку с кубом, как у меня, а если тебе не нравится именно это, то ты найдешь еще кучу других принтов футболок, толстовок, сумок, значков, магнитов и много чего еще на тему головоломок. Огромное количество разнообразных принтов, которые я нахожу либо делаю сам. Самая первая, пожалуй, единственная витрина с мерчем на тему спидкубинга. Сам много раз пользовался и всегда оставался доволен. Есть курьерская доставка до квартиры по России, а также есть доставка по миру. Все быстро и супер удобно, поэтому заходите, смотрите, выбирайте. Покупая что-либо на моей витрине, вы поддержите меня и мой канал. Слухи о магнитном кубике Mofang VQA Mini появились где-то месяц назад, именно на официальных ресурсах Mofang. Они уже начали публиковать анонсы, подогревая интерес аудитории к кубику. Но чуть-чуть больше месяца назад, наверное, самое первое или одно из первых неофициальных упоминаний этого кубика было на YouTube-канале топового спидкубера из Кореи, имя которого не так-то и просто произнести, чего я, собственно говоря, и не буду делать. Свой вариант, как читать его имя, напишите в комментарии. Наверное, будет весело читать количество разнообразных вариантов произношения. Так вот, у него на канале появилось видео, где он довольно круто собирает эту четверку. Одна из попыток была 18 секунд. Пусть это и домашнее время, и возможно легкий скрамбл, но это очень сильный результат, близкий к мировому рекорду. Лично для меня это говорит, что кубик крут, если на нем можно так собирать, в отличие от Гана 460M, про который я делал предыдущее видео. Небольшое отступление по этому поводу о Гане 460M. Если вы не хотите слушать про Ган 460M, то перемотайте на тайминг, который вы видите на экране. Судя по количеству лайков, комментариев и вашей активности в целом, вам видео понравилось, и вы со мной согласны. Поскольку это был все же критичный обзор, несмотря на это, я писал помимо недостатков еще и плюсы, но на видео было поставлено 50 дизлайков, это больше, чем обычно. А еще были комментарии от недовольных детей, мол, хватит обливать грязью кубик, это лучший кубик в мире и все в таком духе. Мне было бы тоже неприятно, если бы я потратил кучу денег на кубик, про который я слышал только положительные отзывы, а какой-то чувак в интернете раскритиковал. Нужно уметь признавать ошибки и мыслить критично, только это может вас развить. Я понимаю, что есть люди, которым действительно кубик может понравиться, но лично для меня негативных моментов в нем намного больше. Я не понимаю людей, которые купили кубик и говорят, что он лучший, потому что он у них просто есть. Даже не покрутив другие, не сравнивая ни с чем, это абсолютно деструктивное мышление. С другой стороны, у меня нет мотивации специально топить какой-то конкретный кубик. Я называю положительные и отрицательные стороны. Это уже говорит о том, что это не поливание грязью. Так как я рассматриваю все аспекты, и хорошие, и плохие, это называется беспристрастность. При этом очень важно, я сказал, что рассматриваю кубик с точки зрения спортивного снаряда, то есть головоломки, которая может быть причастна к мировым рекордам. Если бы Ган были посмелее и понаглее, они бы написали, что их куб это убийца VQA или что-то такое. Это бы еще сильнее резонировало и создало больше шума, а значит больше продаж и противоречий. В комментариях мне приводили пример, что Дана И, который является Ган-гуру, собирает на этом кубике, но я посмотрел ее статистику по 4×4, и с появлением этого кубика она почти не изменилась. Результаты плавающие. Может быть, ей на самом деле куб понравился, я не отрицаю, что это возможно, но она собирает за 30 секунд. Между ее результатом и мировым рекордом просто пропасть. Сингл у нее в районе 28, а мировой рекорд 18. Это очень большая разница, поэтому нельзя воспринимать ее мнение как самое весомое, так как никто из реально топовых крутых куберов не использует Ган 460M. Если вы согласны со мной по этому поводу, то напишите, что думаете в комментариях. В этот раз я тоже решил немного попереводить, как вы это любите, поэтому можете заочно отблагодарить меня лайком. Об этом кубике почти нет никакой информации. На мой взгляд, Mofang совершает ошибку, что не готовят полноценную презентацию кубики, как это делают их коллеги из Мою и Ган, потому что становится почти нечего рассказать. А как я говорил, презентацию дают очень много подробной информации о кубике, которую можно не увидеть с первого взгляда и которую нужно рассказывать, чтобы не было недопониманий между производителем и потребителем. Но кое-какую информацию я все же нашел. Спецификации кубика довольно простые. От классического VQA он отличается как минимум двумя вещами. Это наличием в нем магнитов и уменьшенным размером. Но на самом деле это не совсем так. Мало кто знает, но кубик Mofang VQA был как минимум один раз обновлен. Я так понял, что немного переделали строение. При этом, насколько мне известно, они почти нигде об этом не сообщали. И массы просто не заметили этого. По крайней мере, я не знал, пока не изучил этот вопрос детально. Основное отличие, как я понял, заключалось в том, что внутренние слои стали крутиться быстрее и лучше, а также кубик получил новую яркую цветовую схему. Если вы владеете вопросом лучше и знаете, что точно было добавлено или обновлено, напишите мне. Размер стандартного VQA составляет 62 мм, а уменьшенная версия имеет размер 60 мм. По цифрам кажется, что это мелочь, но по факту это очень много. На трешках полноразмерный 57 мм и мини 55 мм отличаются в размере по ощущениям очень сильно, а чем больше размер кубика, тем сильнее становится это отличие.
Я много раз говорил, что сам предпочитаю кубики версии мини, потому что руки не очень большие, да и просто держать удобней. Да, и мне кажется, что можно в принципе все кубы делать форматом мини, потому что, как ни крути, большинство спидкуберов это дети. На кубике Mofang VQE было установлено множество мировых рекордов. Я не считал, сколько именно, но думаю, что больше 20. И боюсь представить, сколько было установлено континентальных и национальных рекордов. Но теперь кубик вышел в уменьшенном размере и с заводским замагничиванием. Как многие считают, такой размер более удобен, а значит, что и этот кубик может продолжить традицию с рекордами. Mofang в этом плане очень тормозят всегда. Если я не ошибаюсь, полноразмерный кубик вышел в 2016 году. Он вынес всех конкурентов вперед ногами, никакой куб не мог составлять ему конкуренцию тогда. Куб поистине получился революционным, и на фоне того, что Mofang тормозят с заводским замагничиванием, начали действовать локальные модификаторы, которые, собственно говоря, и сделали из уже крутого кубика еще более продвинутую версию с магнитами. Ладно, хоть сейчас Mofang поняли это и сделали сами магнитную версию. Я посмотрел обзор от зарубежного спидкубера Phil Yu и перевел его некоторые впечатления от этого куба. Кубик имеет такую цветовую схему, как и раньше. С первых вращений из коробки без настройки и смазки внешние слои крутятся очень легко и плавно. Кубик очень хорошо контролируется за счет уменьшенного размера, так как его размер близок к размеру 3х3, и это очень удобно. Кубик не заедает и в принципе очень хорошо крутится. Данный кубик существует в двух версиях, с магнитами и без них. Пройдемся по спецификациям этого кубика. На сравнительной диаграмме вы видите преимущество магнитного кубика над немагнитным. Можно сказать, по всем пунктам магнитный кубик превосходит. Хотелось бы сказать по поводу скорости. На диаграмме показано, что скорость уменьшилась. Но это нельзя расценивать однобоко, потому что тут должен быть баланс. Большая скорость это иногда плохо, потому что она должна быть оптимальной. Такой, чтобы спидкубер мог с ней справиться. А то мне иногда пишут, мол, я купил GAN SM и он для меня слишком быстрый, что мне делать? И я рекомендую купить кубик попроще, например Guan Long. Как сказал мой товарищ, кубик не должен быть быстрее своего владельца спидкубера. За счет того, что магниты постоянно будут притормаживать грань при вращении, в этом кубике повышается плавность и контроль. Это очень важные факторы, потому что плавность в совокупности с контролем дает возможность просчитывать решения наперед и не сбиваться во время выполнения алгоритмов, ну и просто делают тактильные ощущения более приятными. Что такое долговечность, если честно, я не разобрался из контекста. К сожалению, я и не понял, потому что очень мало информации. Предположу, что кубик стал более износостойким. И последнее, за счет того, что повысилась плавность и улучшился контроль, благодаря уже этому уменьшается вероятность того, что кубик будет разъезжаться, будут совершаться какие-то неправильные движения и так далее. В общем, одни плюсы подарит нам магнитная версия кубика VQE. Я думаю, что этот кубик получился очень хорошим, и объясню, почему я так считаю. Во-первых, сам промышленный дизайнер, чувак, который разрабатывал этот кубик, довольно круто собирает. Есть видео, где он собирает за 30 секунд. Это, конечно, не мировой рекорд, но для разработчика это похвально. Чувак на 100% понимает, что делает, на что именно будут влиять определенные конструктивные решения и так далее. Во-вторых, я боюсь считать рекорды, которые были установлены на кубике VQE. Их там, наверное, сотни, если брать все рекорды. А это значит, что кубик действительно получился народный и отлично себя зарекомендовал. Все мировые рекордсмены без исключения используют VQE как основу, и наверняка кто-то из них задумывался про версию мини, и вот как раз она вышла. В-третьих, по поводу версии мини, это мое предположение, но Phil Yu то же самое сказал, поскольку кубик стал размером ближе к 3х3, его стало удобнее держать и крутить, и благодаря этому комфорту, который может придать уменьшенный размер, у многих куберов могут улучшиться результаты. В-четвертых, все или почти все головоломки от X-Men, а насколько я знаю, в VQE делают ребята из X-Men, либо какая-то соседняя структура, связь между которыми очевидна. Все ими разработанные головоломки без исключения оказались крутейшими. Пирамидка, Square One, Scube, 6х6 X-Men Shadow, Megaminx X-Men V2M, который сейчас мой основной. Если хотите видео про лучшую топовую мегу, пишите в комменты. В общем, все головоломки получились хорошими, а стабильность, как известно, признак мастерства, да, Шар? Абсолютно точно. Коробка у кубика подарочная, прикольная. Все они для меня стали похожими. У магнитной версии золотые и черные цвета, это признак премиальности, а у немагнитной серебристые и черные цвета. Я больше чем уверен, что кубик крут. Я себе этот кубик однозначно хочу и, наверное, постараюсь достать. Опять же, он прям как будто бы делался под меня. Версия мини, магниты, а как мы знаем, в кубах больших размеров магниты гораздо эффективнее, чем в 3х3 и 2х2. Если обычный VQE стоит чуть больше $20, где-то 1300 рублей, то цена этого пока
пока неизвестно, но я могу предположить, что она будет сопоставима с ценой EOS GTS M, потому что это основной его конкурент на рынке сейчас. Мне кажется, что цена будет в районе 2000, может быть чуть больше, может быть чуть меньше. Немагнитная версия по логике должна стоить примерно как обычный VQE. Зная, что Mofang выпускают крутые, но при этом недорогие головоломки, я допускаю то, что цена магнитной версии может быть даже меньше 2000 рублей, а цена немагнитной версии даже ниже, чем обычный VQE, поскольку Valk Mini стоит дешевле полноразмерного. На этом у меня все, я рассказал, наверное, все, что знаю про этот кубик. Если вам понравился мой очень детальный обзор этого кубика или просто было интересно послушать, что я скажу про него, то поставьте лайк и напишите комментарий. Особенно если хотите, чтобы я продолжал рассказывать о кубах в таком формате с детальными объяснениями. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие еще более крутые видосы. Также с недавних пор у меня есть второй канал, большая просьба подписаться. Там я планирую выкладывать свои сборки разных кубов и возможно видео на отвлеченные темы, какие-нибудь распаковки и так далее. Заранее большое спасибо. Не забывайте подписываться на мои инстаграмы, вступать в паблик ВК, добавляться в друзья ВК. Буду рад всем, все ссылки на соцсети в описании. Большое спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео.